К давно ходящим слухам о том, что Рамзан Кадыров при смерти и у него там отказывают почки, добавились теперь слухи о том, что его сын, Адам, попал в тяжелую аварию. Обстоятельства самого ДТП до предела размытые. Вроде бы Адам двигался кортежем по Грозному на огромной скорости и, самостоятельно управляя автомобилем, не справился с управлением и въехал в ограждение. А летевшие следом автомобили кортежа врезались в него. Есть и другие версии. Якобы Кадырова-младшего экстренно отправили на самолете МЧС в Москву, куда следом вылетел на собственном Airbus и сам Рамзан Кадыров. Давайте обсудим произошедшее, исходя из того, что толком пока ясно немного. Поговорим не про слухи, конечно. Перед тем, как начнем, только мы собрали актуальные инструкции по обходу блокировок в России, они доступны по ссылке в описании. Там же представлен спонсор рубрики — сервис Shiva VPN. Он зарегистрирован в Панаме, что юридически дает ему право не хранить данные пользователей. Так что попробуйте, тем более, что первые 3 дня Shiva VPN дает бесплатно. Тут интересно даже не столько само событие, ведь мы, во-первых, не знаем достоверно, что случилось вообще. Видимо, была авария, в которой Адам Кадыров серьезно пострадал, а затем был отправлен бортом МЧС лечиться в Москву. Во-вторых, даже если все так, то это не особо новость. Дорожно-транспортные происшествия случаются. С манерой вождения чеченской верхушки странно, как они вообще еще все до одного до сих пор не намотались на фонарные столбы. Интересно тут другое. На фоне устойчивых слухов об ухудшении здоровья Кадырова-старшего, любой инцидент с его родственниками большинство наблюдателей воспринимает исключительно как эпизод будущей дележки власти. Это же надо было так постараться, чтобы ни ваши друзья, ни ваши враги, ни просто зеваки, никто не сомневался. Случись что с главой Чечни, всей его семье не сдобровать. Сию секунду начнется такая развеселая игра престолов, что носить фамилию Кадыров станет самым смертельно опасным спортом из придуманных человечеством. Каждый раз не устаешь смотреть, как слово «стабильность» выглядит на практике. Рамзан Кадыров у власти в Чечне немногим менее, чем Путин в России, де-факто с мая 2004 года, с гибели Ахмата Кадырова. За прошедшие с тех пор 22 года можно было построить любые институты хоть сколько-то цивилизованной смены власти. Можно было 100 раз задуматься на тему: когда меня не станет, как мои деточки выживут среди отбитых головорезов, которых я же породил и выкормил. Но вместо этого все 22 года потрачены на строительство умопомрачительных дворцов, на скупку по всему миру самых премиальных автомобилей, на организацию свадеб с килограммами золота в качестве приданного. Погуляли, дай бог каждому. Но никто не задумался, как все это добро наследникам передать. Построили режим, основанный на ультранасилии, где пыточные подвалы — норма жизни. Но не озаботились сделать так, чтобы собственные дети не оказались в руках окружающих бандюганов. Как любым не шибко умным людям, дорвавшимся до власти, Кадырову казалось, что счастье не закончится никогда, как и его жизнь. Но вдруг выяснилось очевидное: человек смертен, хуже того, внезапно смертен. И тут же стало понятно: без отца кадыровские дети останутся наедине с очень жестокими людьми, каждый из которых жизненно заинтересован привести к власти собственную семью. Понятное дело, чеченской верхушке подстроить аварию, как проснуться и глаза открыть, ничего не стоит. Все же помнят историю старшего брата Кадырова, Зелимхана. Тот, по изумительному совпадению, в октябре 2003-го, ровно за полгода до гибели Ахмата Кадырова, попал в тяжелую автокатастрофу. После ДТП Зелимхан оклемался, но спустя всего 3 недели после теракта, в котором погиб Ахмат Кадыров, а младший брат Рамзан был назначен официальным преемником, Зелимхан просто взял и умер от сердечной недостаточности в 29 лет. По нынешним представлениям вообще почти юноша. Мы не утверждаем, что недуг этот ему организовали монтировкой по темечку, но нельзя отрицать, что случился он как нельзя кстати. Все же в феодальной традиции наследование к младшему брату при живом старшем брате до добра не доводит. Адам Кадыров сейчас в очень опасной для жизни ситуации. Отец недвусмысленно дает понять, кого видит наследником. Ставит Адама секретарем Совбеза Чечни и куратором своей личной охраны. В чеченских реалиях эти должности гораздо более значимы, чем вице-премьерское кресло, куда усадили старшего брата Ахмата. Адам Кадыров назначен начальником над всеми силовиками в республике, который управляется силовиками. У гражданской власти здесь чисто технические функции.
Адама формально наделяют полномочиями, которые позволяют ему руководить всеми вооруженными людьми, передушить всех потенциальных конкурентов и защитить себя. В момент смерти отца он будет главным силовиком. Но как ты не наряжай подростка в камуфляж, как не сажай его во главу стола на совещаниях силовиков, сколько наград не вешай, сколько титулов не даруй, он остается 18-летним подростком. В отличие от своих феодальных сверстников, когда-то возглавлявших и княжества, и империи, Адам Кадыров не рос в боевых походах, не командовал солдатами с 12. Мягко говоря, он не похож на человека, по которому к 18 годам уже 18 раз жизнь катком проехалась, который вырастил себе железную волю и стальные кулаки, который голыми руками разорвет любого, кто заглядывается на престол. Перед нами обычный мальчик-мажор, выращенный в предельно тепличных условиях. Во дворце, в окружении нескольких эшелонов охраны, которые тщательно следили, чтобы с августейшей головы ни волоска не упало. Мягко говоря, не похоже, что этот подросток обладает выдающимися физическими способностями или волевыми качествами. В том же омерзительном эпизоде с избиением Никиты Журавеля просматриваются два важных обстоятельства. Во-первых, избивать человека под арестом – поведение недостойное воина. Во-вторых, товарищ-то не очень спортивный, едва ногу поднимает. Да, его отец пришел к власти тоже очень молодым, но все-таки в 27, а не в 18. К тому же Рамзан в совсем других условиях рос. Он сын и начальник охраны главного муфтия сепаратистской республики Ичкерия. Его жизненный опыт на тот момент не состоял целиком из золота и бриллиантов. Его юность была тяжелой и опасной. Рамзан Кадыров смог подчинить окружавших его головорезов, потому что он и сам такой же. Но согласятся ли эти жестокие вооруженные люди присягнуть маленькому принцу? Совершенно не факт. Почему так? Скажем после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Уже больше 100 лет США – первая экономика мира. Изменить это положение не так уж и легко, как бы Трамп ни старался. Ведь США – это прежде всего место, куда люди приезжают зарабатывать. Устраиваются в крупные компании, открывают бизнес без страха, что его отожмут. Свободных ниш там полно. Не обязательно строить прям Google или Теслу. Даже небольшие бизнесы процветают, потому что рынок платежеспособный. Но нужно сперва туда переехать. Существует множество путей, и среди них, возможно, найдется подходящий именно для вас. Обратитесь в компанию «Мигратор», чтобы узнать свои шансы. Это совершенно бесплатно. «Мигратор» помогает специалистам, предпринимателям, инвесторам и талантливым людям получить визы в США. Среди их клиентов есть и зрители моего канала. «Мигратор» уже более года у нас рекламируется. На первой же консультации вам сразу скажут, можете ли вы получить визу. Приукрашивать реальность, чтобы продать услуги, не будут. В договоре прописана гарантия возврата средств, а значит, если вам не одобрят петицию на визу, компания вернет деньги в полном объеме. То есть «Мигратор» берет ответственность за результат. Такое случается редко. У «Мигратора» успешных кейсов 95%. Все потому, что ими занимаются опытные адвокаты со стажем от 15 лет. Среди них, кстати, немало русскоязычных. Это большой плюс. Не возникнет недопонимания при обсуждении бюрократических деталей. Для талантливых людей, блогеров, стендаперов, фотографов, «Мигратор» тоже предлагает пиар-поддержку, чтобы сделать ваш кейс сильнее и добавить доказательств вашей экспертности, если их вдруг не хватает. Записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке в описании, чтобы оценить свои шансы на переезд в США. Не недооценивайте свои достижения. Просто попробуйте и переезжайте без стресса и с комфортом. Спасибо, что смотрите рекламу. Она позволяет каналу оставаться независимым, выпускать то, что мы считаем нужным. Продолжим. В Чечне не существует монархической традиции. Не существовало при Союзе, не существовало при Российской империи, не существовало у этого народа никогда прежде. Родоплеменные общества к абсолютной монархии вообще не очень-то пригодны. Они веками избегали положения, когда один клан придет к власти и нагнет всех остальных. Ровно того, что случилось, когда на российских штыках воцарился Кадыров. Для таких обществ традиционно коллективное управление. Советы племен, советы старейшин, составленные из заслуженных людей. Если общество состоит из кланов, собранных по кровному признаку, ему необходимо изобрести механизмы, которые позволяют договориться и согласовывать интересы кланов, управлять совместно и по согласию. В противном случае такое общество просто не сохранится в истории, потому что единственная историческая альтернатива для родоплеменного строя,
кроме коллективного управления, это кровавая война всех против всех за абсолютную власть. Пришел к власти один клан, вырезал всех конкурентов, его сверг другой и повторил в том же духе. Несколько таких повторений, и люди на этом физически заканчиваются, и никакого клана не остается. Власть клана Кадыровых не отражение чеченских традиций. Это искусственное образование, навязанное сверху. Всем традициям оно противоречит. Как следствие, нет никакого традиционного способа, чтобы передавать власть по наследству. При такой форме правления разные силовые кланы будут изо всех сил устранять конкурентов, чтобы предложить федеральному центру себя, как самых эффективных усмирителей республики. Пока выглядит все так, что ни у Адама Кадырова, ни у прочих юных наследников главы Чечни в этом кровавом спорте не будет шанса. Слишком уж много претендентов. И для каждого дележка власти – вопрос жизни и смерти. Для каждого кадыровские дети – кость в горле. Никакой народной легитимности у кадыровского семейства тоже нет. Для этого не нужны никакие соцопросы. Достаточно посмотреть, как они себя ведут. Как обвешиваются часами по 10 миллионов и гоняют на Гелендвагенах за 30 миллионов. Охреневшая золотая молодежь, которой закон не писан, не нравится нигде и никому. Но одно дело, когда мажоры обитают среди себе подобных, выгуливают свои тачки и часы на Патриках или в Барвихе. И совсем другое, когда то же самое происходит на фоне тотальной нищеты. В республике, которая по любому социально-экономическому показателю занимает одно из последних 3 мест в стране. И никому из них не приходит в голову вести себя хоть чуть-чуть скромнее. Мозгов не хватает понять, что республика, где зарплата в 50 тысяч рублей – это небо в алмазах, не лучшее место хвастаться бриллиантами. Что 18-летний юнец, который гоняет кортежем по улицам Грозного и трясет золотым пистолетом, ни у кого симпатий не вызывает и не способен вызвать. Граждане терпят все это с плохо скрываемым раздражением. И случись с отпрысками Кадырова что нехорошее, народных волнений по этому поводу заговорщики могут не опасаться. Не хватает мозгов понять, что назначение 18-20-летних детей на высшие управленческие должности выглядит как демонстративный беспредел, и их позиции в глазах граждан не укрепляет, а ослабляет. Ведь все понимают, что так быть не должно. Так что, когда детей из этих кресел повыкидывают, это будет выглядеть как возвращение к какой-то норме. На примере Чечни мы видим вот эту вот роковую развилку. Выбери первый путь и сможешь забрать всю власть, ни в чем себя не ограничивая. Жизнь будет прекрасна и светла. На каком хочешь Роллс-Ройсе катайся, кого хочешь убивай, кого хочешь пытай в подвалах. Обложи жителей данью, назначай подростков на министерские должности. Все будет сходить с рук. Только власть такую никому нельзя передать. Когда нет правил и законов, не получится ничего гарантировать на период после своей смерти. При жизни для тебя никакие правила не имели значения. Так с какой стати должно иметь значение твое завещание, когда ты умрешь? Единоличная власть строится на том, что нет никакой бумажки, нет никакой традиции. Есть воля вождя и его желания, подкрепленные аппаратом насилия. И ничто на их пути не встанет. Но любая передача власти, неважно республиканская или монархическая, происходит по закону. Законы разные, но принцип один. Мы просто верим в какую-то идею, закрепленную на бумаге или основанную на процедуре. Мы верим, что вот этот правит потому, что за него проголосовало большинство, а вон тот правит потому, что он законный наследник престола. Но когда закон уничтожен, передача власти невозможна. Власть силой возьмет тот, кто вырежет остальных претендентов. Второй путь – это создать институты. Формальные, как парламент, или традиционные, как условный совет старейшин. Да, институты эти будут сильно ограничивать твою власть. Соберутся старики с окладистыми бородами и скажут: ну не можешь ты какого-то сопляка назначить вице-премьером, это неуважение к народу и традициям. Хочешь наследника? Отправляй его депутатом в совет сельского поселения. И пускай себе растет по способностям своим и опыта набирается. Старейшины могут сказать: ты совсем уж попутал берега в своем упоении роскошью. Люди недовольны. Хватит, наверное, с тебя, и тем более с малолетних детей, рабоче-крестьянского BMW и пролетарских роликсов. А Роллс-Ройс и Патек Филипп мы продадим и дорогу где-нибудь построим. Даже с простыми институтами традиционного общества не получится произвольно отрывать башку кому попало и кого хочется сажать на подвал. Потому что в совете старейшин будет сидеть уважаемый член из клана, который ты собрался обидеть,
И этот уважаемый человек сможет обидеть тебя самого. Очень неудобно править, когда есть институты, способные тебя ограничить. Но те же институты, которые запретят тебе убивать того, кто тебе не нравится, запретят другим вырезать твое потомство и забрать все до последнего гроша, когда тебя не станет. Если можно защитить людей от тебя, то и твоих людей можно будет защитить от следующих начальников. Все, что цивилизованные страны имеют сегодня, независимый парламент и суд, закрепленные законом права и свободы, распределение власти, многочисленные этой власти ограничения, прообраз всего этого придумали не прекраснодушные либералы для целей абстрактного гуманизма, а средневековые европейские феодалы, которые учились воевать сразу после того, как учились ходить. Они жили в разное время в разных частях Европы, но постепенно пришли к общему выводу. Здорово выиграть в «Игре престолов» и сжечь замок оппонента. Но рано или поздно ты проиграешь. А если не ты, то твои дети или внуки. Твой замок тоже будет гореть, головы твоих потомков тоже будут торчать на пиках. Чтобы этого избежать, нужны правила, нужны институты, нужны какие-то места, где все могут собраться и договориться без резни. Тогда твои далекие потомки в 21 веке будут сидеть в палате лордов, получать ренту с огромных земель и гордо писать на визитке «герцог такой-то». Парламентские структуры изначально это не всенародно избираемые законодательные органы. Это структуры, где собираются феодалы, чтобы поговорить друг с другом без резни. Это орган, через который феодалы ограничивают власть короля и заставляют его с собой советоваться. Идея народного участия в отправлении правосудия, суды присяжных в Англии, суд Шеффенов в Германии родились не от большой любви к правам человека. Они появились потому, что феодалы осознали, если всех судить по своему закону, не опираясь на местные традиции и мнения местного населения, то твоих коронных судей будут чаще тихо вешать в ближайшей рощице, чем исполнять их решения. Все современные нам институты ограничения власти придуманы людьми, у которых в руках была власть и которые совершенно не мечтали ее ограничивать, но понимали, что иначе не смогут выжить и передать трон по наследству. Сейчас мы наблюдаем, как Рамзан Кадыров на своем опыте узнает, что ограничения власти, институты и правила придумали не дураки и не потому, что им делать было нечего. Ведь власть, которую построил глава Чечни, принципиально невозможно передать по наследству, и из могилы он никак своих детей не защитит. Это локальная репетиция большого процесса, который неизбежно начнется в России в ближайшие годы. Потому что власть, построенная Путиным, тоже принципиально непередаваемая. У нее нет никакого продолжения. Ни у кого из путинской элиты не будет защиты в кровавой смуте. Дедушка неизбежно умрет. Умрет, не оставив после себя ничего, на что можно было бы опереться. Ни закона, который можно было бы прикрыться, ни органов власти с собственной легитимностью, ни даже известных людей в политике с какой-то репутацией и уважением. Госдума не сможет выйти и сказать: «Мы парламент, мы можем быть властью на переходный период, мы будем обеспечивать законность». Ведь им резонно ответят: «Не смешите наши копыта, вы никому и ничем не известные черти, которые всю дорогу служили приложением в виде автоматической кнопки к администрации президента. А президента-то больше нет». Люди, которым очень удобно было жить и править вне всякого закона, обнаружат, что нет никакого закона, который защитил бы их самих и их семьи. В итоге вопрос о власти будет решаться среди тех, кто выживет. Можно учиться на чужом кровавом опыте, на многих веках смертоубийственной борьбы за короны большие и малые, что в итоге и породило современные институты. Можно просто взять готовые рецепты. Это вариант для умных, для тех, кто готов делиться властью для собственного выживания и ради будущего собственных детей. Вариант для наших элит – стать наглядным примером, как делать не нужно, для тех, кто будет строить политическую систему в стране уже после них. Они сами это выбрали и будут иметь дело с последствиями. В чеченском случае пока еще есть один вариант – надежда на федеральный центр. На то, что Путин отвлечется от своих геополитических дел и станет гарантом, если не передачи власти, то хотя бы физической безопасности семьи Кадырова. Есть вариант, что Рамзану Кадырову будут даны гарантии. Как бы оно там ни вышло, кто бы в итоге не был выбран новым удельным князем Чечни, удобным для Москвы, Аптеолаудинов, например, Путин обеспечит семье Рамзана спокойную жизнь где-нибудь в президент-отеле. Это вариант не про передачу власти по наследству, это просто гарантии эвакуации. Но в такой системе власти это сильно лучше, чем ничего. И это возможно. Возможно разделить вопросы власти и физической безопасности.
Никаких 18-летних юношей во главе субъекта федерации не будет, конечно, но и сердечной недостаточности у них не случится. Проблема тут в том, что такой выход подходит только для таких квазисуверенных образований, как Чечня, когда есть Рамзан Кадыров, а над ним Владимир Путин, высшая сила, способная давать гарантии. Для окружения же самого Владимира Путина такой вариант точно не сработает, потому что нет никакого супер-Путина, который мог бы, если не гарантировать передачу власти мирно, то хотя бы кого-то эвакуировать в безопасное место. Всего метража всех Трамп-тауэров на свете не хватит, чтобы поселить всех политических неудачников с концом путинской эпохи. И это нужно иметь в виду. До завтра.